Добрый день, уважаемые дамы и господа. Следующий вопрос, который хотелось бы сегодня обсудить, да, он называется в нашей программе «Формула успеха». То есть фактически многие вопросы, которые мы рассматривали до этого, они касаются внутренних изменений. Формула успеха – это, по большому счету, первая глобальная внешняя задача, то есть задача относительно своей судьбы, которую необходимо решить для того, чтобы судьба становилась лучше, для того, чтобы человек мог бы идти по своей жизни от одной высокой вершине к следующей, еще более высокой. Что такое формула успеха? Да, фактически успешными людьми могут становиться люди самые разные, там, разных национальностей, религий, образования, возраста, как бы неважно. Формула успеха – это то, что всегда, абсолютно всегда справедливо для любых людей, которые чего-то в жизни достигают. Да. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим, что такое формула успеха, как относительно ее люди различаются друг от друга, то есть у кого шансы на успех есть, у кого шансов на успех нет. Ну и, собственно, что практически делать, чтобы эту формулу можно было бы реализовать. Да? Итак, по сути, что такое формула успеха? Как по жизни идет подавляющее большинство людей? Это колея. То есть у человека в жизни нет времени и желания, чтобы подумать и поставить цель. А что такое цель? Мы находим точку, которая выше нашей колеи. Да, мы хотим внести изменения в свою судьбу. Большинство людей, они заняты, они как белка в колесе, они выполняют текущие задачи, им даже некогда остановиться и подумать, а куда же я хочу прийти. Да? Поэтому формула успеха из чего состоит? Первое, чтобы выйти из колеи и прийти к успеху, нужно поставить цель, да, чтобы она была выше и лучше, чем то, что есть у человека. И дальше решить задачу в конечном итоге, чтобы перейти к активным действиям. Каждый день к своей цели приближаться. Да, об этом, собственно, говорят все. Да, вопрос, как этого достичь, от чего это зависит. Но формула успеха – это первая, да, формула, если коротко. Хочу, могу, делаю. Хочу, ставим цель и формируем к ней стремление. Вот чем оно выше, фактически там стремление, да, хочу, могу, вера в себя, там, делаю, там, сила активности. Фактически эти показатели – это как джойстики в каком-то пульте управления. Да, если стремление, веру, активность поднимаем на максимум, то это вот тот объем энергии, усилий, которые человек готов вложить в достижение своих целей. Если мы понижаем, да, стремление, веру, активность, то объем усилий, он понижается, приближение к цели замедляется. Еще понизили, движение к цели становится невозможным. Да, если еще понизили стремление и веру, и активность, то это состояние прямо противоположное. Чур меня, чур, зачем у меня какие-то цели, отстаньте от меня. Да. Не хочу я никаких целей, не хочу никаких изменений. Вы там надо мной издеваетесь. Да? Вот формула успеха «хочу, могу, делаю». Да. Четкая цель, максимальная сила стремлений, максимальная вера в себя и в успех, максимально возможная активность – это то, что объединяет абсолютно всех успешных людей. Если что-то из этого убрать, то движение к цели становится невозможным. Цель убрали, некуда двигаться, все, колея. Стремление убрали, так, не хочу этой цели, не буду к ней двигаться. Веру убрали, хочу, ну, не могу. Да. Хочу, могу, но ничего не делаю, опять же, ничего не происходит. Да, поэтому хочу, могу, делаю, последняя точка – делаю. И делаю с максимальной самоотдачей, с максимальной скоростью, с максимальной активностью. Вот эту задачу нужно решить. Да. То есть фактически по изменению своей судьбы это первый такой значимый шаг. Это не отдельный элемент, отдельная запчасть, это большой такой механизм, который позволяет развернуть свою судьбу в лучшую сторону. Да? Развернуть свою судьбу в лучшую сторону, поставить цель и каждый день терпеливо, настойчиво к ней идти. Выходить из колеи и поднимать судьбу свою выше, выше, выше.
Фактически люди как относительно этой формулы выглядят? И, надеюсь, во многих тренингах вы слышали. Да, вот, верхушка. Кто способен к успеху? Кто четко определил свою цель и кто к ней идет. Да? Вот это вот люди, у которых успех возможен. Следующая категория, где находятся многие люди, кто там тренинги посещает. Хочу хотеть. То есть я со своей целью не определился, но я понимаю, мне нужно сделать свой выбор и начать к этой цели двигаться. Да, вот это важная категория. С этой категорией в основном, да, на тренингах, да, мы работаем. Если пониже, то и хотеть не хочу. Да, вот это люди с точки зрения успеха, они безнадежные. Они избегают, да, постановки этих вопросов и ответов на эти вопросы. Ну, их бесполезно чаще всего пытаться поднимать вверх. Да, соответственно, судьба. Кто ищет, ради какой цели стоит жить, он найдет ответы на эти вопросы и начнет двигаться понемногу вверх. Итак, суть. Это первый блок условий, который позволяет человеку, не очень сильно, может быть, изменяя свой потенциал, но потенциал, который есть, талант, который есть, начать его применять для того, чтобы с колеи перейти к вектору такому движения вверх. Это первое условие. Все остальные задачи, они усиливают потенциал человека и позволяют ему двигаться вперед и вверх с большей скоростью, принимать более точные решения, быть более эффективным в каждом деле. Но если человек не запустил вот этот механизм, то вообще никакого движения вверх не происходит. Что бы он ни знал, какими талантами он не обладал, если не поставит цель и не начнет разворачивать свою судьбу в другую сторону, все, что там он знает, там, имеет море дипломов, все это ему не поможет. Это не принесет никакого результата. Почему? Нет цели и нет действий. Да, поэтому это первая глобальная задача, которую нужно научиться решать для того, чтобы судьба становилась лучше. Ставить цели и запускать действия. Да, стремление, веру и в конечном итоге действия. Каким образом эта задача решается? На самом деле задача непростая, и в наших программах мы ее решаем тоже не быстро, а спокойно, терпеливо, настойчиво. Вот что нужно, чтобы человек перешел вот в это состояние? Научился ставить цели, научился формировать стремление, научился формировать самооценку, да, поверить в себя и в успех, научился включать активность и правильно действовать. Да, это ж что такое действие. Временем нужно управлять, собой нужно управлять, там, что-то рассчитывать. Ну, в целом вкладывать значимые усилия в движение вперед. Каждый день двигаться вперед. Фактически все это сводится к чему? Да, мы смотрим, что на это влияет. Убеждение, вообще успех возможен или нет. Ценности, это нужно или не нужно. Там самооценка, там различные качества. Вот все, что есть в нашем сознании, мы шаг за шагом пересматриваем, что нужно. Все программы, которые влияют на вот этот конечный результат, мы пересматриваем, и негативные программы меняем на позитивные. Это есть первый такой большой объем работы, именно напрямую влияющий на судьбу, на то, чтобы она становилась лучше, на то, чтобы достигались новые цели. Надеюсь, то, что я сказал, понятно и важно. Пока человек эту задачу не поставит и не решит, то большая часть сформированных им там, знаний, навыков не будет приносить вменяемой отдачи. Да, нужно запустить вот этот механизм, чтобы человек каждый день все выше, выше и ближе к своей цели двигался. Поэтому хотелось бы пожелать, что формула успеха «хочу, могу, делаю» стала, чем для большего числа людей, тем лучше, таким вот внутренним девизом, да, способом достижения цели. Да, в этом случае каждый день поставленные цели будут становиться все ближе, ближе, ближе. Ну а подробности, пожалуйста, подключайтесь к нашим занятиям. Спасибо, успехов!